Да. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, а также 500-й подписчик получит от нас 500 рублей. Сегодня у нас сказка будет «Серебряная копытца». Да, тоже авторская. Достаточно доброе впечатление она произвела, сама сказка, на меня. А давай так, что для тебя там произвело больше всего впечатления? Во-первых, произвело впечатление это вот тот дедушка, который решил Мгм. приютить вначале сына, но Мгм. потом решился на дочь. Ну, на Какова Ваня? какование, да. Чем он мне понравился? Тем, что, во-первых, дожив до такого возраста, он сохранил теплоту и доброту, что очень редко тоже происходит. К сожалению, не часто такое. Чаще всего человек набирает много чего лишнего в психику и ходит, это потом всем раздает. Мгм. А здесь он сохранил, меня это очень польстило. Плюс еще он захотел кого-то взрастить, кому-то опыт передать, что Мгм. тоже нечастая история в жизни, вообще и в сказочной жизни, и вообще в реальной жизни. Не каждый готов делиться своим опытом, да еще и ценным. И третий момент, то, что он вытащил девочку из достаточно нехороших условий, которых сложились. Она осиротела. Ее сестер и раздали кому-то. Трудовой дом что-то делать, шить. В общем, а она вот осталась такая с котом, с драным. Это катастрофа для человека, для любого, в любом возрасте. И особенно в таком нежном. Мгм. И он, получается, в моменте пересмотрел свои правила, потому что он хотел, буду говорить, сына. И Дабы передать ему свое дело. Он же не просто так, дабы да, передать мастерство свое. да. И он в моменте все это дело передумал. То есть человек пластичный оказался. Не то, что он такой, ну, добрый, отзывчивый, достаточно с теплым сердцем. Очень Гибкий. так гибкий, да. Плюс такая заботливая отцовская часть прямо чувствуется. Да. Такая теплая, поддерживающая. Это очень круто. Мы говорим с тобой про внутренний мир. И если вот что такое, если смотреть глазами внутреннего мира, что происходит в человеке, да, то есть в какой-то момент, если смотреть глазами героини, в какой-то момент в нашем пространстве родительские фигуры должны исчезнуть. Мало того, что родительские фигуры исчезают, исчезают еще и такие части, да, женского. То есть они встраиваются. Ощущение это производит действительно сиротство, такого некого внутреннего сиротства, но на помощь в этот момент приходит род. И вот этот дедушка, как Ваня, да, он может рассматриваться как прототип рода, такой мужской родовой части, которая теплая, которая напитывающая, с которой можно войти в контакт. То, которое она не знала ранее, но узнала тогда, когда осталась Да, сиротой. да, и тем более, что вот у нее остался из инстинктов, да, кот. Мгм. Такая животная часть — это кот. Чувствующая она, да, такая? Ну, кот — это вот свободолюбивая. Кот гуляет сам по себе, Мгм. при этом такая мужская, да, не кошка, а кот. То есть мужская часть еще достаточно инстинктивная, и ее надо дорастить. И вот как раз-таки появляется мужское, которое будет доращивать. И женское, и, соответственно, мужское во внутреннем мире женского. Позитивная история. Ты что-то прямо задумался, Нет. процессы соединил. Да, во-первых, я видел под одним углом, сейчас я уже посмотрел под другим немножко углом. Мгм. Всегда стоит расширять ракурсы. Конечно, это очень Представляешь, прикольно. глазами разных героев смотреть на сказку. И про кота вот я сейчас подумал, то, что интересно, да, действительно, часть свободолюбивая такая. Вообще, вот Это, может быть, даже намерение этой девочки уже он выражал. То, что она такая будет свободно расти, вот с открытым умом. Не так, как вот ее, ну, мачеха, и как, я не знаю, как ее мачехины дочери, как называются по отношению к ней. Падчерица. Нет, она падчерица для мачехи. Она падчерица. Ну, сестры сводные, наверное. Ну да, сводные сестры. Вот такое впечатление сложилось, что вот эти сводные сестры будут более закрытыми, чем она. Конечно. Так вот. А где там сводные сестры-то в сказке? А там же дом-то ее отдали вместе с ней какому-то мужику, у которой так было 10 детей, там 10 человек, и они сами не доедали. Мгм. Поэтому вот на этих условиях передали этому мужику, чтобы он ее докармливал. Я что-то этот момент пропустила. А так получилось, что он сам, они сами не доедают, и там вот эта конкуренция начала возникать, и до нее мало чего доходило. Симблинговой конкуренции, ну так оно и Да. есть. Раскрывается восприятие, и начинается гибкость мышления. То есть ты выходишь из рамок минусы и плюсы, да, входишь в рамки, ну, выходишь в мир, да, по сути, что много разных вариантов может быть. Не только так, или вот только так в детском мышлении, да, Мгм. а действительно на мир начинаешь смотреть под разным соусом, и у тебя вариантов решений гораздо больше, и ты уже
становишься творцом, то бишь выбираешь наилучший вариант для тебя. Не заложником ограничения, а творцом своей жизни. Да, вот когда ты сейчас говорила это, я понял, что это как раз выход из стереотипного мышления, Конечно. который мы так или иначе навешиваем на себя в разные этапы своего возраста. Да, и поэтому, знаешь, мне очень нравится, есть в книге Антария Конкорова, в книге «Две жизни», там очень такая фраза, которая мне нравится, и одна такая: «Не отрицай». То есть Не когда, отрицай. да, вот простая фраза: «Не отрицай». То есть если в твою жизнь входит что-то, постарайся не отрицать. То есть к всему говорит «да», получается. Ну или, да, всему говорить «да», но почему-то мне вот именно в таком контексте нравится больше. Потому что чаще человек отрицает. Да, ну посмотри, там у нас периодически бывают комментарии, что вот какую-то пургу вы несете. Мгм. Да, ну, соответственно, что люди отрицают? Отрицают точку зрения другого, не дают другому человеку на его мнение, да, то есть высказывать или выражать его мнение. Да, мнения могут не совпадать, и вы можете видеть совершенно другой контекст в сказках. Это И прекрасно. это только расширяет кругозор, только расширяет видение. Кто-то для себя, послушав нас, увидит другое что-то. Конечно, и, может быть, даже поделится этим другим своим видением, что-то такое у него возникнет, что-то его тронет. Наша задача не быть правыми, а показать вам, что по-разному можно смотреть, под разным углом. Можно смотреть на ту или иную сказку, на то или иное событие в жизни. И что Да. сказки, которые написаны в прошлом, очень сильно влияют, помогают в настоящем. Так представляешь, это те слова, которые проходили сквозь века. Мгм. Сквозь века, сквозь столетия. Это ты попадаешь в пространство без времени, то есть тут не существует времени. Да, окунаясь там в сказки Пушкина, ты попадаешь в 18 в 19 век. И я себя еще ловил на мысли, что какая-то стирается грань между хорошим и плохим. А потому Оно что, как-то вот размывается. Вот есть такие события, и ты их воспринимаешь по-своему уже из своего ну, опыта. хорошее и плохое — это черное и белое. Ну да. Соответственно, в черном и белом скрываются все цвета радуги. Ты просто расщелкиваешь ту палитру, которая действительно раскрашивает мир. И вот какование Мгм. принимает дочь, Даренку. Кота забыл, как зовут, тоже интересное имя у него. Да, само имя такое, Даренка. Да, Даренка. То есть, ну, можно сюда тоже уйти. Почему родители дали такое имя, как будто бы они уже что-то знали перед тем, как уйти. Возможно. Что так судьба сложится, что вот это будет прям подходить имя. Ну, в общем, мы не будем сюда углубляться. Но само имя уже говорит о том, что она переходит в дар кому-то взрослому, опекуну. Ну, не факт, то, что именно так раскрывается имя. Но я-то так понял. Это прям самый такой простецкий вариант раскрытия этого имени. А может быть, это имя может раскрываться как дарующее что-то. Или дар, да. Да, то есть тут много контекста, потому что имя действительно, если рассматривать имя, то в имени скрыт путь человека. То есть, ну, это уже опять буквица. Да. Это уже туда. Потому что интересно, ну, что твое имя, что мое имя несет в себе тайное имя из одной буквы. Да? То есть вот если в этот момент рассмотреть контекст, то это говорит о том, что в роду ты будешь переводить род на другой уровень. Ну, в принципе, что ты и делаешь. Мгм. По-другому выстраивать какие-то новые энергии, вливать в родовую систему. Да, это все очень интересно. Мгм. Поэтому Даренка там свои аспекты раскрываются. И вот что первое приходит, это вот что-то дарующее. Интересно, что там Йон еще есть, буквица. Ну так красиво. И как Ваня тоже само имя, тоже интересное. Мне сейчас что ближе, это то, что он познает мир через как-то вот Ну, самое интересное, в через буквице есть размышления. буква КО. Мгм. И это про расширение пространства, соединение двух миров. Ну Как вот, глубоко. вот так вот, да, быстренько мы прошлись по каким-то таким еще моментам буквицы. Та семья, та ситуация, которая нам оказалась, тоже неспроста. Угу. Для того, чтобы легче было самой перейти, не метаясь между хорошим и не очень хорошим выбором. Она уже понимала, что это самое лучшее. Да. Пойти к нему на обучение, Угу. на опеку. Ну вот представляешь вообще, что такое для женского опекания мужского? Это уже самое прекрасное, что могло случиться. То есть это забота. Это вот когда внутри нету допитывающих теплых отцовских качеств, да, то
Вот через эту сказку их можно поднапитать. Вот это вот родовое, мужское, опекающее, согревающее, Принимающая, принимающее. Да. добротой такой вот Мгм. содержащая. Да. Давай немножко поговорим про серебряные копытца. А как ты думаешь, что это за козлик такой? Что это такое может быть во внутреннем мире человека? Козлик, бьющий серебряным копытцем. Вообще, да, вот козлики и копытца в сказках очень часто бывают. Часть, отвечающая за богатство, по-моему. Такая упертая, которая направлена на то, чтобы что-то делать. Но в сказке описывается, что у этого козла рога не опадают ни зимой, ни осенью, ни летом, никогда. А это символ агрессии, получается, часть агрессии, да? Но это агрессивная такая часть рога. У Угу. козла есть рога. Бьет он копытцем, то есть он через свои действия, да, он не просто так бьет копытцем, и тогда воспроизводится серебро, воспроизводится какой-то драгоценный металл, который потом можно обменять, да, что-то из него сделать. Угу. Вот, то есть такое что-то ценное он воспроизводит. Ценные самородки, монетки. Уже готовая. Мгм. Притом есть же сказка, да, золотая антилопа, а здесь серебряные копытца. Перекликается. Да-да-да, перекликается. И здесь вот это вот инстинктивное, то есть еще не выросшая часть, не очеловеченная часть, а именно инстинктивная, агрессивная часть, благодаря которой может натворить, можно вот что-то такое воспроизводить серебро. А серебро — это достаточно такой металл, относящийся к женскому. То есть, по сути, вся сказка основывается на том, что взращивает женское, дает ему его ценность, показывает ценность женщины как таковой, вот этой девочки. Вообще, проживая эту сказку, женское, да, такое должно быть расцветающее в конечном итоге. Но она сама по себе мягкая, эта сказка. Мягкое, теплое, напитывающее, да. То есть и кошка Мурка, да, опять же, женский инстинкт взращивается. И мужской еще в виде козла. Но уже козел же, вот если рассматривать инстинктивные части, ведь есть часть такая, которая волк, да, медведь, Маша и медведь сказка, серый волк, да, это все дикие части. То есть это инстинктивные части, но дикие, они живущие в лесу. А козел-то он в этой сказке, он, конечно, живущий в лесу, но по сути это уже одомашенное животное, то есть уже контакт с ним есть. И если смотреть сказку, о ней рассказывал дедушка. То есть дедушка уже соединял ее и вот эту часть инстинктивную. Он ее инициирует на знакомство с этой частью во внутреннем мире. Вот то, что они находятся в лесу, не на поляне. Ну, конечно. Лес — это символ бессознательно, по-моему, да? Конечно, это символ того, что того места, да, они идут познавать то место, которое неопознано. И именно там происходит это знакомство с серебряным копытцем. То есть в глубине бессознательного оно там Да, обитает то, что нужно. в глубине внутреннего мира. Ну, она сама по себе такая, да, Принимающая. без интриг каких-то. Ну, вот единственный такой вот достаточно тяжелый момент, когда осиротевает, да, то есть ее хотят забрать, вот дедушка о ней заботится, она с ним знакомится. Ну, то есть вся сказка настроена на контакт одной части другой, да, что-то уходит, что-то приходит. Плюс развитие подрастает. Да, перемещение. Ведь здесь очень интересный еще момент происходит перемещение из родительского дома уже под покров рода, да, то есть какого-то более старенького персонажа. Опытного. Да, более опытного. То есть контакт с опытной мужской частью, которая повышает уровень развития, уровень сознания, который знакомит с ее дающей мужской частью, да, инстинктивной мужской частью, дающей некой драгоценности, драгоценный металл. И они потом забирают эти ресурсы, которые он оставил. Да. То есть Допитываются. забирают ресурсы, ну, то есть они в осознание приходят, эти ресурсы, в дом, то есть они могут ими пользоваться. Не то чтобы они только в бессознательном, а уже в осознанный, в реальный мир. Опять же, история получается про рост, принятие своих частей. Когда ты их принимаешь, ты получаешь уже осязаемые ресурсы в Да, виде как и чего-то. контакт с отцовским слоем такой. Больше отвечает за материальные какие-то, за материальный достаток. Да. За успех, Успех. за выражение себя, да, за достаток. А материнская часть тогда за что отвечает? За чувства? За то, что девушка это За материю. За материю? Вот, мужская — это все время
Вот понимаешь, в современном обществе слито понятие материальности и понятие развития успеха, да? Но ведь материя это что? Вот стол это материя. Мгм. А вот я тебе скажу, там должность это что? Материя? Это абстракция. Это абстракция, да, то есть вот какая-то некая статусность. Ты сегодня король, а завтра ты никто. Ну да. Ты сегодня на коне, и это абстракция, это не является материей. Но связь материального, да, то, что на чем ты стоишь, и вот это вот духовного, скажем так, абстрактного, того, что как в принципе как воздух, оно и дает вот это соединение мужского и женского, отцовского и материнского, и дает внутреннюю стабильность, внутренний рост и внутреннее развитие. Мать материя прям прямым текстом, Мгм. без внутренних опор, а внутренняя опора основывается на отцовском и на материнском, как бы тяжеловато двигаться, если у тебя там пробелы. Мгм. Ты в воздухе витаешь в таком случае. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И помните, у нас есть и наши телеграм-каналы, также ждем вас там. 500-й подписчик получит от нас 500 рублей.